Т-34 – это американский премиум тяжелый танк 8-го уровня, и у него замечательное орудие, самое мощное среди одноклассников. Никакой другой тяжелый танк 8-го уровня не может похвастаться средним пробитием 248 мм с уроном в 400 единиц. Пускай за такую мощь приходится платить 14 секундами перезарядки, овчинка стоит выделки. В бою с равными по уровню противниками Т-34 редко приходится выцеливать уязвимые места. Большинство целей он может пробить даже в лоб, да и в схватке с танками 9-10 уровня мало врагу не покажется. Машина может уверенно воевать даже внизу списка. У Т-34 отличная башня, толщина лба 279 мм, маска большая, спереди закрывает почти все, кроме люка на макушке и небольшой области в районе щек, но пробить их непросто. Попадание часто приводит к рикошету. Это можно и нужно использовать в бою. Например, при стрельбе из-за укрытия. Т-34 высовывает башню, поворачивается к противнику железобетонным лбом и может спокойно вести прицельный огонь до полного морального удовлетворения. Главное не забывать об артиллерии. Она один из самых опасных врагов для Т-34. Корпус Т-34 бронирован не так хорошо, как башня. Здесь 102 мм во лбу, по 76 бортов и 51 на корме. Однако это не так страшно, как кажется. Верхний лобовой лист размещен под рациональным углом, что повышает защищенность. В некоторых случаях Т-34 может себе позволить танковать ромбом. Широкие гусеницы полностью прикрывают его бока, что дает дополнительную защиту. А сбитая гусеница – это не только досадная неприятность, но и лишняя пара секунд, чтобы прицелиться и точнее всадить врагу полновесный заряд. Но все-таки корпус лишний раз под удар лучше не подставлять. Его нужно стараться прятать так, чтобы торчала только башня. На любой карте есть масса подходящих точек. Брустверы, стены, завалы мусора, ямки, подбитые вражеские танки надежно его укроют. Из-за отличных углов вертикальной наводки в качестве укрытия сгодятся и холмы. Т-34 может заехать на склон, показать только ствол и маску орудия, свестись, выстрелить и откатиться для перезарядки. Т-34 лучше всего чувствует себя на средней дистанции боя, во второй линии. В клинче ему помогает все тот же твердый лоб и пушка с хорошими углами вертикальной наводки. В ближнем бою становится уязвимым командирский люк, но поворотами башни можно помешать врагу в него целиться или подставить под выстрел собственную пушку. Из навыков экипажу в первую очередь нужны командиру шестое чувство, а всем остальным ремонт. Способность вовремя спастись от артиллерии и быстро починить сорванную гусеницу крайне важна для этой машины. Дальнейший выбор зависит от личных предпочтений. Имеет смысл боевое братство для общего подъема умений, а может стоит раздать экипажу фирменные навыки. Например, орлиный глаз командира и радиоперехват радиста помогут выправить обзор в 360 метров, а плавный поворот башни наводчика улучшит стабилизацию. Можно вообще не держать на Т-34 отдельный экипаж, а использовать его для тренировки личного состава других американских тяжелых танков. Что касается оборудования, то ставим такой комплект, который усилит достоинство танка и по возможности компенсирует недостатки. В обязательном порядке досылатель для ускорения перезарядки орудия, потом стабилизатор вертикальной наводки и усиленные приводы, чтобы ускорить неспешное прицеливание. Если экипаж изучил боевое братство, есть смысл заменить приводы наводки на вентилятор. Для более осторожного стиля игры стабилизатор можно заменить стереотрубой. Расходники для Т-34 стандартны для тяжелого танка. Ремкомплект, аптечка и огнетушитель. Хотя иногда можно брать колу, особенно если в прокачке экипажа ориентироваться на боевое братство. Способность тягаться с десятками – не главное достоинство этой машины. Любой премиум-танк – инструмент для заработка кредитов, но Т-34 – это нечто особенное. 100 тысяч кредитов за бой для него не редкость, что подтверждает результаты сайта whatreplace.ru. Т-34 – настоящий клондайк на гусеницах. Если вам понравился американский стальной монстр, приобретайте его в нашем премиум-магазине. Ну а если вы хотите узнать о нем еще больше, переходите на специальную страницу, посвященную Т-34. Спасибо за просмотр и до новых встреч!